Федор, как хорошо посидеть после матча, правда? Да, Анна, ноги устали, но игра была отличная. Ты сегодня очень быстро бегал по корту. Спасибо, но твой форхенд был сильнее, чем обычно. Я старалась. Вчера долго тренировалась на подачу. Это заметно. Ты трижды сделала эйс. А ты ловко отбивал мои удары. Реакция супер. Наверное, потому что я хорошо выспался сегодня. Я тоже спала крепко, слышала дождь ночью. Да, утром корт был мокрый. Хорошо, что подсохло. В Питере всегда переменчивая погода. Ты помнишь нашу первую встречу на турнире? Конечно, это было 3 года назад в Казани. Я тогда проиграл тебе с большим счетом. Но ты не расстроился, мы сразу подружились. Мне понравилось, как ты улыбалась после победы. Ты тогда сказал, главное не победа, а дружба. Это правда. Спорт сближает людей. А сколько турниров мы вместе сыграли за это время? Кажется, больше 10. Особенно люблю играть в паре. Я тоже. В паре нам всегда весело. Помнишь смешной случай на турнире в Сочи? Когда мяч улетел за забор. Конечно! Судья тогда долго смеялся. Зато потом мы выиграли тот матч. Да, отличные воспоминания. Ты будешь участвовать в летнем турнире? Хочу, если получится взять отпуск на работе. А где он будет проходить в этом году? В Екатеринбурге на новых кортах. Там хорошие условия для игры? Говорят, покрытие отличное и раздевалки новые. Здорово. После игры хочется комфорта. Особенно душ и горячий чай. Я обычно беру с собой термос с чаем и лимоном. А я предпочитаю воду и бананы для энергии. Бананы– классика. Тренер всегда советует их. А твой тренер строгий человек? Он требовательный, но всегда поддерживает меня. Мне повезло с тренером тоже. Он из Москвы. Ты давно занимаешься теннисом? С детства, с 7 лет. А ты? Я начала позже, в 12 лет. Но ты быстро догнала своих сверстников. Спасибо. Я очень люблю этот спорт. Теннис учит терпению и дисциплине. И помогает найти хороших друзей. Как мы с тобой. Без тенниса мы бы не встретились. Да, это точно. Мне приятно дружить с тобой. Мне тоже. Мы можем говорить обо всем. Ты часто бываешь в спортзале зимой? Да, чтобы не потерять форму между сезонами. Я люблю бегать на беговой дорожке. А я больше занимаюсь с мячом даже зимой. Хорошая привычка. Техника важна всегда. Иногда смотрю матчи по телевизору для вдохновения. Я тоже. Люблю смотреть, как играет Медведев. Он отличный игрок, много учусь у него. А у тебя есть любимый игрок? Мне нравится Карен Хачанов. Он всегда спокоен на корте. Да, это помогает в трудных моментах. А ты волнуешься перед матчем? Иногда, но стараюсь глубоко дышать и улыбаться. Мой секрет– слушать любимую музыку перед игрой. Кого ты слушаешь? Чаще всего Земфиру или Би-2. Хороший выбор. Музыка помогает настроиться. А у тебя есть ритуал перед игрой? Я всегда завязываю кроссовки 2 раза. Забавно. Наверное, это приносит удачу. Наверное. А еще беру с собой счастливую повязку. Я видела, она синяя с белым узором. Это подарок от бабушки на первый турнир.
Какая трогательная история. Ты тоже что-то носишь на удачу? Да, у меня есть маленький кулон от мамы. Он всегда с тобой? Да, особенно на важных матчах. Хорошо, когда есть поддержка семьи. Мои родители часто приходят на мои игры. Мои редко, но всегда звонят и желают удачи. В детстве я мечтала стать чемпионкой. А сейчас мечтаешь о чем-нибудь? Хочу поехать на большой турнир за границей. Например, на Ролан Гаррос? Да, или хотя бы посмотреть, как играют там. Я тоже хочу побывать на таком турнире. Может, когда-нибудь поедем вместе? Отличная идея, Анна. А пока будем играть здесь, на нашем корте. Корт уютный и всегда есть друзья рядом. Да, атмосфера здесь домашняя. Ты после тренировки обычно что ешь? Люблю гречку с овощами и курицей. А я предпочитаю пасту с сыром. После матча всегда хочется чего-то вкусного. Иногда покупаю мороженое в киоске у парка. Я люблю пломбир, особенно летом. Кстати, сегодня тепло, может, возьмем мороженое? Да, после отдыха обязательно. Ты чувствуешь, что стала играть лучше за год? Да, я стала увереннее на корте. Я тоже. Ты часто помогаешь советам. Спасибо, ты тоже меня многому учишь. В команде всегда легче учиться. Дружеская поддержка очень важна. Ты поедешь к родителям на выходные. Да, они ждут меня в Твери, а ты? Я останусь в городе, буду тренироваться. Не забудь отдохнуть. Перетренироваться плохо. Ты права, иногда надо просто гулять в парке. Я люблю гулять вдоль Невы вечером. Это красиво, особенно летом. Особенно после дождя, воздух свежий. Анна, спасибо за игру сегодня. Спасибо тебе, Федор. Было весело и интересно. Давай договоримся играть чаще вместе. С удовольствием. Ты хороший партнер. Ты тоже. Вместе мы сильная команда. Давай возьмем воды и немного отдохнем. Хорошая идея. Потом можем посмотреть, кто играет дальше. Может, встретим наших друзей на корте. Тогда договоримся сыграть в парный матч. Я всегда за. Вместе веселее. Ты хочешь попробовать себя в тренерской роли? Иногда думаю об этом. А ты? Я тоже. Мне нравится учить детей. Я помогала младшей сестре с теннисом. У нее есть успехи? Она выиграла школьный турнир в этом году. Поздравляю. Ты хороший пример для нее. Спасибо, стараюсь поддерживать ее. Хорошо, что у нас есть любимое дело. Да, теннис – это часть нашей жизни. Давай не будем терять энтузиазм. Обязательно. Вместе мы можем многое. Пора возвращаться на корт. Давай еще немного посидим и поговорим. Мне нравится проводить время с тобой. И мне. С тобой легко и интересно. Тогда впереди еще много совместных турниров. Я верю в это. Спасибо за дружбу. Спасибо тебе, Анна.